приюте для животных на острове Оаху всегда было шумно. Лай собак, мяуканье десятков оставленных питомцев, шаги потенциальных хозяев. Все это сливалось в один бесконечный гул, от которого маленькому серому котенку хотелось стать невидимым. Он нашел свое спасение в самом дальнем углу вольера, забравшись под простыни небольшой лежанки. Там, в полумраке, он чувствовал себя в относительной безопасности. Когда в приют пришли Кай и Нала, молодая пара, чья жизнь была неразрывно связана с океаном, они не искали самого громкого или самого игривого питомца. Они просто хотели подарить дом тому, кто в этом по-настоящему нуждался. «Посмотри на этого скромника», — тихо сказала Нала, заметив едва заметный холмик под тканью. Она осторожно приподняла край одеяла. На нее уставились огромные, полные янтарного страха и одновременно какого-то глубокого, недетского любопытства глаза. Малыш сжался, но не зашипел. Кай протянул руку, позволяя котенку обнюхать пальцы, пахнущие солью, воском для серфбордов и тропическим солнцем. В этот момент между ними возникла невидимая связь. Котенок сделал робкий шаг вперед и уткнулся носом в ладонь Кая. Они назвали его Кхоку, на гавайском это означает «звезда». Но тогда они еще не знали, что эта маленькая звезда будет сиять не на ночном небе, а среди белых барашков тихоокеанских волн. Первые дни в новом доме на побережье Кхоку привыкал к пространству. Однако его изначальная застенчивость быстро сменилась феноменальной преданностью. Он выбрал Кая и Налу своими вожаками и буквально следовал за ними по пятам, куда бы они ни шли. Вскоре хозяева заметили за Кхоку странность, совершенно нетипичную для кошачьего племени. Когда Кай или Нала принимали душ, Кхоку не убегал от шума воды. Напротив, он садился на край ванны, завороженно наблюдая за струями. В один из дней его любопытство пересилило страх. Кот просто запрыгнул в душевую кабину прямо под брызги, абсолютно не обращая внимания на то, что его шерсть моментально промокла. Ему просто хотелось быть ближе к своей человеческой семье. Дальше — больше. В сезон дождей, когда на Гавайях лило как из ведра, Кхоку спокойно уходил гулять в сад. Через час он возвращался на веранду, похожий на мокрую мышь, с которой ручьями текла вода, но с абсолютно невозмутимым и довольным видом. «Ты только посмотри на него», — смеялся Кай, заворачивая кота в теплое полотенце. «У нас растет либо сломанный кот, либо прирожденный островитянин. Мы любим океан, и, кажется, у нашего парня тоже есть к этому предрасположенность. Надо познакомить его с пляжем». Кай и Нала прекрасно понимали, что обычный пляж, полный туристов, шумных детей и бегающих собак, станет для Кхоку огромным стрессом. Для кота уединение и покой были главными условиями комфорта. Поэтому они отправились на поиски уединенной бухты. Это должно было быть идеальное место, практически безлюдное, с кристально чистой и спокойной водой, защищенное от сильного ветра, где волны лениво накатывали на берег. Когда Кхоку впервые опустили на мягкий гавайский песок, он замер. Для него этот бесконечный пляж, скорее всего, показался одной огромной, невероятной кошачьей песочницей. Он начал осторожно перебирать лапами, принюхиваясь к запахам выброшенных на берег водорослей и ракушек. С каждым шагом Кхоку продвигался все ближе к кромке воды. Нала шла рядом, подстраховывая его. Когда теплая океанская вода коснулась его лап, Кхоку не отпрянул. Вместо этого он сделал еще один шаг вперед, затем еще один, пока вода не дошла ему до груди. К удивлению ребят, кот поплыл. Его движения были естественными и грациозными. Он уверенно держался на воде, перебирая лапками, словно занимался этим всю жизнь. У Кая с собой был серфборд. Увидев, как уверенно чувствует себя их питомец, парень аккуратно подхватил Кхоку из воды и пересадил на устойчивую широкую доску. Кай лег на доску рядом с котом и начал мягко выгребать руками в сторону небольших, едва заметных волн. Первая пойманная волна была крошечной, но для Кхоку это стало открытием. Вместо паники в его глазах появилось абсолютное сосредоточение.
Он лег на живот, вжался в нескользящее покрытие доски и, казалось, начал прислушиваться к движению под собой. Ему определенно понравилась эта поездка. Несмотря на первый успех, Кай заметил, что Кхоку на большой доске иногда чувствует себя слишком незащищенным от ветра и открытого пространства. Ему, как любому коту, нужно было собственное убежище, безопасная база, где он мог бы укрыться в случае необходимости. Кай проявил инженерную смекалку. Он взял старую доску для бодибординга, бугиборд, и вырезал из нее специальную конструкцию в форме ромба. Посередине он сделал углубление, создав подобие маленького гнезда или открытого домика. Этот борд идеально подходил по размеру для Кхоку. Теперь у кота появилось свое собственное плавсредство, которое защищало его от порывов морского бриза и давало ощущение контроля над ситуацией. Буги-постель стала для Кхоку переломным моментом. Находясь в своем маленьком кораблике, который Кай привязывал к своему серфборду или держал рядом, кот окончательно освоился на воде. Это была его крепость. Стоило ему почувствовать уверенность, как он выпустился из своего буги-домика и начал исследовать большую доску хозяина. Переход на новый уровень серфинга изменил поведение Кхоку. От робкого сидения на одном месте не осталось и следа. Кот начал смело перемещаться по всей длине серфборда, пока Кай ловил волны. Когда они скользили по водной глади, Кхоку демонстрировал навыки настоящего профессионала. Он уверенно шел к самому носу доски, цеплялся когтями за край и застывал там, глядя вперед на приближающийся берег. В мире серфинга этот трюк называется «хэнг-тен», когда серфер доходит до края доски и свешивает пальцы ног над водой. Кхоку делал это с истинно кошачьим изяществом. Со временем Кхоку стал чувствовать себя в океане настолько уверенно, что в его действиях появилась даже легкая самоуверенность. Он научился самостоятельно рассчитывать движение доски и прыгать в воду прямо во время движения, если видел, что Кай или Нала плывут рядом. Он стал невероятно быстрым пловцом. Кай часто шутил, что в воде кот передвигается едва ли не быстрее него самого. Если Кхоку оказывался в воде, он просто плыл к Каю, взбирался к нему на плечи или ждал, пока тот поможет ему вернуться на доску. Но самое удивительное происходило тогда, когда океан затихал. В периоды штиля, когда доска мерно покачивалась на воде, Кхоку впадал в то, что его хозяева назвали режимом дзен. Мерный шум прибоя, легкое покачивание океана и теплое гавайское солнце действовали на кота как лучшее снотворное. Он мог свернуться калачиком прямо посреди серфборда, закрыть глаза и сладко уснуть, подставив спину солнечным лучам. Пока Кай и Нала сидели на своих досках в ожидании очередного сета волн, их кот просто наслаждался моментом, полностью растворяясь в окружающей природе. Обычно их морские прогулки длились около часа. Кхоку обожал океан, но у всего были свои границы. Кай и Нала научились безошибочно определять, когда их пушистый серфер начинает уставать. Его движения становились чуть более медленными, и он возвращался в свой безопасный буги-домик. Это был знак — пора возвращаться на берег. Возвращение на сушу всегда сопровождалось важным ритуалом. Первым делом Кая и Нала устраивали для Кхоку душ из пресной воды. Кот терпеливо сносил эту процедуру, ведь он и сам понимал ее важность. Если не смыть соль сразу, она начнет раздражать кожу, а при попытке умыться кот наглотается соленой воды. После душа его тщательно вытирали мягким сухим полотенцем, превращая мокрого морского волка обратно в пушистого домашнего любимца. Для Кая и Налы Кхоку стал не просто питомцем, а полноценным партнером по их главному увлечению. Не каждый человек может похвастаться тем, что разделяет свои самые глубокие и сильные увлечения с котом. На Гавайях, где лето длится круглый год, а вода всегда остается теплой, они нашли свой идеальный образ жизни. Вдали от шумных туристических мест, наедине с дикой природой и бескрайним горизонтом, они открыли свой собственный, маленький кусочек рая.
И то, что теперь с ними был Кхоку, третий член их семьи, который искренне разделял их любовь к океанскому движению, делало этот рай по-настоящему особенным и завершенным. Из пугливого котенка, прятавшегося под приютским одеялом, Кхоку превратился в символ свободы и доверия, доказав, что даже самые неожиданные существа могут полюбить океан, если рядом с ними будут те, кому они безгранично верят.